Всем доброго времени суток! Очень рада вас всех приветствовать на своем канале. С вами снова я, врач-оториноларинголог Нина Руденко. В этом видео мы будем с вами говорить про кашель. Итак, кашель – это не болезнь, это симптом в ответ на раздражение кашлевых рецепторов. Причин у кашля очень много. И сухой воздух, и заболевания желудочно-кишечного тракта, и заболевания сердечно-сосудистой системы, патология лор-органов, патология нижних дыхательных путей. Все это, конечно, требует диагностики, обследования и назначения адекватного лечения. В этом видео я буду вам говорить про кашель, который связан с патологией лор-органов. Итак, какие причины? Причины, которые вызывают кашель при патологии лор-органов, это и вирусные инфекции, явление ринофарингита, то есть насморк, и воспаление в глотке, когда присутствует першение, сухость, чувство соднения, появляется сухой кашель, либо воспаление самой глотки. Это явление называется фарингит. У детей чаще всего и явление ринита и фарингита, который называется ринофарингит, или воспаление аденоидов, аденоидит, из-за стекания слизи по задней стенке глотки появляется кашель. Также причиной сухого кашля может быть острый ларингит. Это воспаление гортани. Но при этом, поскольку голосовые складки у нас участвуют в голосообразовании, еще будет присутствовать осиплость голоса. И вызывают эти причины в первую очередь вирусные инфекции, также бактериальные инфекции и аллергия или грибковая инфекция. Если кашель длится более 3 месяцев, этот кашель уже считается хроническим. Здесь будет гораздо больше причин этого кашля, и необходимо обследование и, возможно, дополнительная консультация специалистов. Но если говорить о кашле до 3 месяцев, даже до 2 недель, какой кашель бывает? Бывает сухой непродуктивный или влажный продуктивный с трудноотделяемой мокротой, либо с отделяемой мокротой, с хорошо отделяемой мокротой. Бывает приступообразный, бывает эпизодический. Это тоже важно понимать. И, конечно, при том или ином заболевании кашель будет вести себя по-разному. Если присутствует заложенность носа, стекание слизи по задней стенке глотки и появляется кашель, здесь не нужно пить никаких сиропов, так как кашель обусловлен не патологией нижних дыхательных путей, когда в первую очередь применяются сиропы, муколитики, а патологии верхних дыхательных путей. Поэтому здесь будет достаточно, если нос заложен, сосудосуживающих капель в нос, но не больше 7 дней, промывание носа с солевыми растворами. И чтобы убирать дискомфорт или боль в горле, детям старше года я назначаю Танзилгон. Это растительный препарат, он есть и в каплях, и в таблетках, детям в каплях. До 5-6 раз в день, при условии, если ребенок не аллергик или у него нет аллергии на травы, которые входят в состав Танзилгона. Людям постарше я рекомендую рассасывать леденцы с обволакивающим действием, с антисептическим действием. Это леденцы с шалфеем, с эвкалиптом, с прополисом. Или точно так же полоскать с этими травами, полоскать горло шалфеем, с прополисом, что достаточно хорошо снимает и воспаление, и увлажняет слизистую, и даже болевой синдром.
Если вы не справляетесь в домашних условиях, конечно, если вы заболели и у вас появился кашель, вы не всегда сможете сразу же попасть к врачу, вам нужно что-то делать в домашних условиях. Что же вы можете делать в домашних условиях? В домашних условиях, как я и говорила, полоскать горло либо растворами, либо рассасывать леденцы с этими травами детям. Тензилгон. При отсутствии аллергии промывать нос солевыми растворами. Обязательно соблюдать питьевой режим, чаще проветривать, если нет температуры, находиться на свежем воздухе регулярно. И перекусы лучше в виде фруктов. Также можно добавить витаминотерапию, витамин D, витамин С для ускорения выздоровления. Но если вы лечитесь больше 7-10 дней и у вас не проходят какие-либо симптомы, лучше показаться врачу для назначения лечения, чтобы ситуация не усугублялась и не переходила в хроническую форму или не присоединялась бактериальная инфекция. Если кашель длительный, как правило, врачи назначают обследование. Это исключение хронической бактериальной инфекции лор-органов, грибковой инфекции. Но обязательно осмотр, сбор анамнеза, исключение хронической бактериальной инфекции. Для этого берется бак-посев. С лор-органов это либо из полости носа, либо с глотки. Также может понадобиться дополнительная рентгенография около носовых пазух для исключения хронического гайморита. Для хронического гайморита, обострения хронического гайморита характерно как раз продолжительное стекание слизи по задней стенке глотки, и что будет приводить к кашлю. Также явление вазомоторного ринита, аллергического, исключается аллергия, обязательно назначается дополнительное обследование, общий анализ крови, который достаточно информативен и показывает, есть ли вирусное заболевание, бактериальное или аллергия. Но не всегда, конечно, кровь может достаточно верно показать. Если, например, присутствует бактериальная инфекция, но пациент уже получал какое-то лечение или даже самостоятельно принимал антибиотики, то кровь, общий анализ крови не будет воспалительного характера. Поэтому я не рекомендую самостоятельно принимать антибиотики, только местное лечение. Если ситуация ухудшается, обязательно показаться врачу. Ну и если кашель затяжной, то уже получать обследование, консультация дополнительных специалистов, гастроэнтеролога, аллерголога, кардиолога, в зависимости от сопутствующих симптомов. Если в отопительный сезон у вас проявляется периодическое подкашливание, редкое, до 4-5 раз в день, без каких-либо дополнительных симптомов, здесь достаточно увлажнять воздух в помещении, чаще проветривать, и эти симптомы уменьшатся. В холодное время года, начиная с осени и заканчивая зимой, даже ранней весной, периодические эпизоды кашля, даже подкашливания, как у детей, так и у взрослых, присутствуют в норме, потому что воздух сухой, на улице очень холодный, слизистые пересыхают, и поэтому может появиться кашель, так как срабатывает кашлевой рефлекс. Надеюсь, мое видео было вам полезным. Не забывайте делиться в комментариях своим мнением, опытом. Был ли у вас длительный кашель, какие причины длительного кашля были, какое обследование вы получали, какое лечение и был ли эффект от этого лечения. Не болейте, будьте здоровы!